Всем привет! Вы на YouTube-канале Pop Music, и сегодня у нас на обзоре абсолютная новинка от Casio. Это Casio Tone ST-S500. На момент съемки этого ролика этого инструмента нет вообще нигде. Он даже не поступил в продажу. Но у нас есть связи, и вот мы видим эту новинку, горячий пирожочек, для того, чтобы вам показать всю его мощь. Итак, что примечательного в этом инструменте? Ну, начнем с того, что он действительно компактный, у него очень мощная акустическая система. Ну, не так, что она там прям вообще раздирает, но действительно достаточно мощная система для такого маленького инструмента. Он стильно выглядит. Такой ретро, а-ля ретро-дизайн. Мне нравятся вот эти нобы, крутилки. Они достаточно качественно выполнены. Тоже стилево выглядят. И вот этот регулятор. Это вместо колеса модуляции вот такой вращающийся ноб. И в использовании эффектов это дополнительный ноб для быстрого изменения параметров эффектов. А это отдельная история. Здесь действительно большое количество разных эффектов, с помощью которых вы можете изменить звук до неузнаваемости. То есть такой своеобразный синтез, только без осцилляторов, а с помощью вот эффектов. И, что немаловажно, все эти изменения можно сохранить. То есть 800 тембров, которые нельзя сохранять, но есть регистрационные банки, которые запоминают все изменения, и после выключения инструмента эта регистрационная память не стирается. 16 банков, в каждом банке по 4 пресета. Это очень круто. Помимо этого есть автоаккомпанементы, что тоже немаловажно. Начнем с классического стейдж-пиано. Наверное, вы обратили внимание на то, как появляется и уходит ревер во время исполнения. Это все благодаря эффектам, которые располагаются вот здесь, на нобах. Тут такая интересная система, что около 16, если я не ошибаюсь, эффектов назначаются напрямую в нобы. И есть еще активные DSP-эффекты. Давайте сначала разберемся вот с теми, которые сейчас назначены. Например, ревер. Итак, вот у нас теперь уже электрофоно. Я поворачиваю ноб. Да, и слышу эффект. Чтобы назначить какой-то другой эффект, я нажимаю клавишу Home, выбираю ноб. И теперь, кстати, могу выбрать из 3 вариантов. Например, этот эффект будет звучать только на основной голос, на голос, который накладывается сверху этого голоса, или, например, только на левую руку.
удобно тем, что, например, можно на бас повесить компрессор, на основные клавиши повесить дилей, а на скрипке не вешать ничего. И регулировать в процессе все эти параметры. Это круто. Итак, мы выбираем первый ноб, и давайте просто для интереса посмотрим, сколько вообще этих эффектов. Их 20. Здесь есть и Cutoff резонанс, классический фильтр, атака, релиз, портамента, модуляционные эффекты, вибрато, реверсы, дилей, хорусы, различные эквалайзеры. И нету компрессоров. Но компрессоры находятся вообще в другом разделе. Это для быстрого доступа, да? Итак, пусть будет у нас, например, cut off. И а на втором, точнее, нобе будет назначен резонанс. То есть классическая раскладка фильтра. Итак, в чем, в общем-то, вся соль? Почему мне это все нравится? И я сказал о том, что можно же все изменить. Вот я выбрал, допустим, вот такое электрофано, да? Оно изначально подгруженное. И оно мне надо будет, допустим, чтобы оно так звучало в определенный момент. Когда я сыграю там какую-нибудь солирующую партию. Но вообще я хочу начать, чтобы оно мягенько так начало звучать. Я беру фильтр, срезаю. Да, вот это именно то, что мне нужно. То есть вроде как электрофано, но не электрофано. И я знаю, что оно у меня по счету там, допустим, будет какая-нибудь там, 6-я песня. Я захожу в регистрационные банки, нахожу раздел «Запомнить». Итак, пусть это будет 10-й банк и 3-й звук. Да. Спрашивают, можно ли сохранить? Да, конечно, можно сохранить. После этого, я когда захожу снова в регистрационные банки, вызываю третью ячейку в 10-м банке и слышу именно тот звук, который я нарулил. И это будет сохраняться, как я уже говорил, вне зависимости, выключили вы инструмент или нет. То есть у вас 64 отдельных ячейки для сохранения звуков. Звуков здесь очень много, и мы не сможем все вам их показать, но вот давайте просмотрим IDM банк, хотя бы несколько звуков из них, и будем пользоваться Active DSP, сохранять, опять же таки, регистрационные банки для различных звучаний. Итак, IDM Kick and Bass. Очень даже плотный звук. Мы берем, например, ритмический рисунок, Dance Pop. Не будем ничего включать, у нас будет просто такая бочечка, да? И вот, пожалуйста, хороший бас. IDM перкуссионный синт.
Продолжим прослушивать звуки на этом инструменте. И следующий раздел у нас Classic Casio Tones. Это звуки с легендарных инструментов Casio вот за всю историю производства синтезаторов. Ну, например, вот такой интересный звук. Да, ну с каких-то, может быть, маленьких старых инструментов. Но есть вот, например, классическое электропианино, но с очень старого инструмента. Да, у него нету звучания, как, допустим, Suitcase Родоса, но есть какой-то свой определенный шарм. Действительно звучит неплохо. Итак, а мы возьмем активный вот такой DSP-эффект, ринг-модулятор. И получаем совершенно другой какой-то экспериментальный звук. По-моему, это круто. Ну, давайте просто еще несколько пресетов отсюда послушаем. Вот это уникальная вещь. Вроде написано, что это арфа, но это совсем не арфа. Мне кажется, это круто подойдет в какой-то инди, например, стиль. Точно. Например, это бас. Или тромбон. Мне даже самому интересно, что будет дальше. Ну, как бы да. Вообще очень прикольные звуки. Мы много говорили о синтетических тембрах. И теперь хочу вам показать, что действительно здесь все классические звучания имеются. Ну, различные колокольчики, например, органы. Их здесь очень много. Госпел-органы или, например, пайп-орган. Так, аккордеоны. Разные гитары. Звуки многоуровневые, и поэтому при разном нажатии, например, более сильном, да, появляются дополнительные функции, например, как слайд. Также, например, есть электрогитары. Басы. Электробасы. Ну и синтовые басы и так далее, тому подобное. Полный набор General MIDI и также барабанные секции. Да, у этого инструмента также имеется возможность сэмплировать. Вы можете захватить щелчок, либо гавканье вашей собаки, не знаю, какой-нибудь уникальный скрежет и использовать его при игре. Это очень здорово. А для передачи звуков, например, с вашего диктофона, да, вы можете использовать Bluetooth-адаптер, который идет в комплекте, и он позволяет вам передать MIDI-сообщения. Когда вы играете, можете подсоединиться, например,
гараж-бенду на планшете, да, либо передавать, как я говорил, с диктофона звук без проводов для того, чтобы он оказался у вас прямо в синтезаторе. Это очень удобно. В заключение этого ролика хочу сказать, что мне очень понравился инструмент, и главным образом за его многофункциональность на самом деле. У него классные звуки, больше всего понравились мне на самом деле вот эти Casio Tone, да, что они здесь вообще есть, синтетические звуки качественные, ну и все классические звуки тоже хорошего качества. Классные эффекты, они действительно клево рулятся и изменяют, очень хорошо изменяют звук. Классно, что можно сохранять их в регистрационной банке. И вообще, вот по моему мнению, этот инструмент больше всего подойдет музыкантам, которые любят экспериментировать с музыкой, которые ведут активную концертную деятельность. При этом задача стоит, чтобы не перегружать себя различными какими-то суперсинтами, дорогими и тяжелыми зачастую. Вот эта машинка такая рабочая, рабочий синтезатор, который выполняет все самое необходимое. Это просто чисто мое субъективное мнение. Ну и вообще начинающим музыкантам тоже подойдет, так как здесь есть еще и ритмические рисунки. Можно под это что-то поиграть, поимпровизировать. По-моему, это здорово. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, не забывайте про колокольчик. Всем пока! Продолжим прослушивать звуки. У нас раздел Casio Tone, классические тоны от Casio. Вот за многую их историю. Я много раз повторился, да? За многую. Классический тембр, наверное, от Casio. Да, поехали.